В одной уютной деревенской усадьбе случилось волнующее событие. Местная кобыла по кличке Сэнди подарила миру новую жизнь рождением жеребца, которого назвали Тай. Печально, но радости появления на свет жеребенка омрачила трагедия. Сэнди унесла родовая лихорадка, и она ушла из жизни спустя несколько дней после рождения малыша. Тай горевал по утрате, отвергая еду и питье, и не покидал свое стойло. Известно, что для лошадей свойственно общество и связь с семьей. Карла, владелица фермы, рассказывала, что даже кормя Тая из бутылки и предлагая ему лучшие сорта трав, она не могла заменить ему материнской заботы. Малыш угасал на глазах, и все старания Карлы были бессильны. Тай проводил дни, сжимаясь в комочек на слое соломы, без всякого желания двигаться или кушать, и Карла уже смирилась с мыслью о его скорой кончине. Однако, ситуация претерпела неожиданный оборот, когда в амбар неожиданно забрел Зип, домашний пес Карлы. Она была в шоке, увидев, как Зип осторожно приблизился к жеребенку, задумался на мгновение и лег рядом с ним. Бесшумный спутник Зип внезапно начал издавать звуки, похожие на жалобный вой. Казалось, он ощущал тоску Тая и сопереживал ему. Карла, скрывая слезы, вышла из амбара, пораженная наблюдаемой сценой. После того, как Зип стал ежедневно посещать жеребенка, Тай потихоньку стал принимать его игривое общество. Пес нежно вылизывал морду жеребенка, и в ответ Тай начал укладывать голову на спину своего новообретенного друга. Не прошло и нескольких дней, как Карла удивилась, увидев, как Тай впервые выбрался из своего убежища с Зипом рядом. Дружба между животными стала крепкой и неразделимой. При появлении Зипа с Карлой у стойла пес весело лаял, возвещая о своем приходе, а Тай в ответ ржал и стучал по дверям, призывая открыть их. Выпущенные на волю, друзья резвились и играли, изливая свою радость на всю округу, а Карла наблюдала за их играми с глубоким чувством удовлетворения, видя, как же ребенок вновь набирается сил. Тай вырос в прекрасного, элегантного скакуна, живущего теперь в стадии на той же ферме. И, как Карла говорит, он не забыл того, кто подарил ему поддержку, когда это было так необходимо. Тай до сих пор с радостью приветствует Зипа, каждый раз, когда тот приближается к пастбищу, тепло трутся мордами. Зип откликается восторженными визгами, и вместе они устремляются в свободный бег по просторам пастбища, оставляя за собой недоуменные взгляды остальных лошадей. Их связь стала живым напоминанием о силе дружбы, способной пересечь видовые границы и исцелить даже самые глубокие раны.